Всем привет-привет! Приветствую вас на очередной беседке о Таро простым языком. И сегодня я хочу рассмотреть такую тему, часто задаваемую. Я ее вижу на многих площадках. Тема называется «Является ли таролог экстрасенсом?» Либо «Должен ли быть таролог и экстрасенсом?» Либо «Является ли он и экстрасенсом?» Вот эту тему я хочу разобрать. Вообще я ее разбирала уже несколько раз непосредственно в Телеграме. Мы ее обсуждали в Телеграме, в чатике. Вот. Но я все же захотела записать отдельный ролик на эту тему. Поясню свою позицию. Опять-таки, всегда я высказываю исключительно свое субъективное мнение, которое можно разделять, можно не разделять, можно соглашаться, не соглашаться. Вот. Но поскольку это мой канал и мои площадки, как говорится, на них я высказываю, конечно же, свою точку зрения. Да? Я не могу высказывать точку зрения других людей. Вот. Но прежде чем я начну отвечать на вопрос, является ли таролог экстрасенсом, или нет, сначала, наверное, нужно привести к общему знаменателю, как я люблю, понятие, да, чтобы мы разговаривали на одном языке. Что значит экстрасенс? Моя точка зрения. Экстрасенс, само слово говорит экстра, дополнительный, да, и сенс, ощущение, восприятие. У нас есть 5 органов восприятия, которые мы все знаем, да, обоняние, осязание, зрение, слух и так далее, то это те органы восприятия, через которые мы в физическом мире воспринимаем ту или иную информацию, которая передается в наш мозг, обрабатывается, и мы получаем определенное понимание чего-то, да, там, я не знаю, предметов или так далее. Вот. Но и ученые доказывают неоднократно, что наши органы восприятия, они не идеальные, да, как правило, очень часто искажается информация, особенно если это касается нашего зрения, там вообще особый такой путь прохождения, да, света, волн, которые проходят по сетчатке и так далее, пока там вся эта картинка создастся, перевернется и обработается. Вот. Очень многое додумывается, очень многое воссоздается. То же самое у нас и со слухом, да, то есть тоже идут искажения волн. Так вот, помимо 5 основных органов восприятия, у нас есть еще и экстра, дополнительные. Эти органы восприятия, скажем так, на тонком плане, да, то есть это то, что не работает у нас на физике, да, а это дополнительно на тонком плане. То, что это существует, эти органы восприятия, то есть те известные нам 5 органов, только они работают уже на тонком плане. У них немножко иная работа существует. С научной точки зрения нет, еще и не доказано. И поэтому очень часто экстрасенсов считают шарлатанами, хотя тоже такой спорный вопрос. Поэтому что такое для меня экстрасенс? Для меня экстрасенс – это тот человек, который считывает информацию из пространства вне нормальных, опять-таки в кавычках, да, обычных для нас 5 органов восприятия. То есть это может быть не только там экстра слышание, экстра видение. Вот. Это может быть еще и телепатия, кстати, да, умение передавать информацию на расстояние, умение считывать мысли других людей. Экстрасенсорика тут также может быть, помимо телепатии, эмпатия. То есть есть сверхчувствительные люди, да, которые воспринимают состояние других людей, то, что мы говорим, эмпатию, как свои собственные, то есть ощущают. Опять же таки, с научной точки зрения это никак не обосновано. Исследует ли это или нет, я не знаю. Но все сначала как будто бы, знаете, такое ощущение создается парафизически. Вот, и только через какое-то время ученые находят подтверждение. Да? То есть изначально и души не воспринимали. Сейчас хоть как-то тоже ее признают. Вот. Но это такой, опять же таки, спорный вопрос. Моя точка зрения, существуют ли экстрасенсорные способности? Да, существуют. Существует у всех, существует и у людей, существует и у животных.
Поэтому, например, вы слышали, что есть определенная раса собак, вот, которая обучается на то, чтобы как только у их хозяев начинаются в простонародье это называется припадки. Я не знаю, как это правильное научное слово. Вот, когда начинается обострение, да, там, я не знаю, шизофрении, либо обострение еще каких-то таких заболеваний, то собака это ощущает и заранее там идет как-то, может сообщать, не знаю, на связь как-то в определенные центры, да, то есть типа как позвонить. Но это идет обучение. Опять же таки, каким образом она ощущает, что вот у хозяина что-то начинается. Возможно, ощущает по запаху, да, который издает человек, прежде чем у него наступают какие-то приступы. Вот. Либо там, я не знаю, ощущают страх животные. Но это тоже вот можно с нашей человеческой точки зрения, да, сказать, что это экстрасенсорные способности. Телепатия, да, ну то есть это все есть. Это есть и у людей, это есть и у животных. Второй вопрос, что это все как мышца, надо ее тренировать. Поэтому это есть у всех людей, и сказать, что здесь что-то такое экстренное и либо сверха, нет. Но поскольку у большинства людей это все находится в спящем состоянии, либо в каком-то спонтанном состоянии, то люди, которые обладают способностью, которые я обозначила ранее, они вызывают, не знаю, какой-то восторг, восхищение, что что-то тут такое неординарное, вот, сверхъестественное. Поэтому, объяснив свою позицию, да, касательно экстрасенсорики, теперь мы поясняем, является ли таролог таким человеком. Скажу так. Что такое Таро? Таро – это система глифов, вот так скажу. Глифы – это картинки, которые изображены на арканах. И понимание этих символов, этих глифов способствует именно интерпретации того или иного аркана. То есть это, с одной стороны, мы можем сказать, да, что здесь задействована чистой воды логика, да, то есть выстраивается причинно-следственная связь. Если ты увидишь солнышко, солнышко ассоциируется с радостью, ассоциируется с счастьем, ассоциируется с хорошим настроением, вот, то, в принципе, исходя из этого, вот элементарный такой символ солнца, если мы видим нарисованный, то мы его интерпретируем в таком порядке. Является ли это, ну, то есть для такой интерпретации нужны ли какие-то сверхъестественные способности для человека? Я бы сказала нет. То есть для того, чтобы интерпретировать арканы в контексте системы, то есть понимания причинно-следственных связей, ассоциативный ряд символов и их интерпретации, то нет, в таком понимании, конечно же, нет. Потому что когда изучаешь Таро, ну, по крайней мере, так как я обучаю, да, я не обучаю ключевым словам и как этот аркан отыгрывается в той или иной сфере. Для меня это вторично. Для меня первично понимание, что означает каждый аркан. Для того, чтобы понять, что означает каждый аркан, нужно понять, что на нем изображено, для чего, с какой целью, какой смысл несет. То есть я тот человек, который всегда обращаю внимание на смысл. В принципе, вы это и знаете. Так вот, с этой точки зрения здесь используется чистой воды логика, да? Как в принципе могут назвать, ну, менталистов, да, то есть люди, которые используют свою логику, очень внимательные, наблюдательные, вот, исходя из этого могут делать определенные выводы. Вот Таро вот в такой именно системе конкретной, оно задействует исключительно ментальные наши умения. В таком контексте экстрасенсорные способности не нужны, да, то есть для того, чтобы вот проинтерпретировать тот или иной символ, здесь нужны знания. Но когда мы начинаем интерпретировать, ну, то есть с практикой, когда больше соединяешься именно с ассоциациями, которые происходят от символов, которые изображены на Таро, и если ты находишься в расслабленном состоянии, то так или иначе ты подключаешь интуицию.
Я не знаю, у кого как происходит, у меня никогда не было такого вот, знаете, как бы сказать, подключения, да, как говорят, там, подключение в эгрегор Таро, либо еще что-то, нет. У меня изначально, я интерпретировала, когда я только начинала заниматься Таро лет 6 назад, у меня изначально была вот логика. Логика, да, вот это означает символ, этот символ означает вот это вот слово, два слова вместе, то есть два аркана вместе создают такое словосочетание, 3 получается вот такое предложение, да, то есть изначально шла так. В какой-то момент моя коллега, с которой тогда мы обучались в школе Шучалиной, сказала, что а попробуй почувствовать, да, вот то, что ты говоришь, не просто говорить, а именно пропускать через себя, включать свои ощущения. Сначала мне это было вообще непонятно, я не понимала, как я могу чувствовать, но если здесь все и так понятно, все так ясно, да, то есть используя свою логику, зачем что-то там подключать. Но со временем я стала это практиковать, мне стало это интересно, то есть вот я выкладываю этот аркан, какие энергии от него идет, вот что я ощущаю. Вот. И со временем стало прокачиваться это умение. И впоследствии, поскольку я каждый день практикую Таро уже на протяжении многих лет, стало автоматом выходить, то есть я только вытаскиваю карту, у меня сразу идет информация. Но это не означает, что прокачав вот какие-то свои умения, плюс ко всему я по своей природе эмпат, я родилась такой. Мне не обязательно брать в руки Таро, да, чтобы там почувствовать человека. То есть, но опять же таки, это навык уже прокачанный, да, то есть я считываю уже людей, именно считка идет, не знаю, хотите называйте это интуитивно, эмпатично, неважно. Да, я смотрю на человека, я уже понимаю, что это за человек, энергия, то есть я их пропускаю через себя. Но изначально, если мы говорим, является ли таролог экстрасенсом, теперь собираем всю эту информацию воедино, то я скажу, что таролог может не быть экстрасенсом, и при этом он может быть классным профессиональным тарологом, потому что Таро – это отдельная система, она не имеет никакого отношения к экстрасенсорике, но при этом она как побочный эффект дает именно прокачивание интуиции и как следствие вот экстрасенсорных способностей, если у вас есть такие задатки, а они есть. Второй вопрос – прокачиваем их или нет. Поэтому является ли таролог экстрасенсом? Нет, не является, потому что Таро – это отдельная система, она работает по-другому, она не имеет отношения к экстрасенсорике. Но с другой стороны, если соединить вот то, что я говорю, да, интуицию и все вот эти вот способности, прокачать их, то есть через практику, осознанно, целенаправленно прорабатывать, то да, в таком случае таролог может быть экстрасенсом. Могу ли я себя назвать тарологом-экстрасенсом? Могу, но опять же таки, это не связано с Таро, это связано с тем, что, ну, велика вероятность, да, я уже такой родилась, просто, знаете, как в определенный момент это включается. Что значит, опять-таки, экстрасенс в понятии, которым я объяснила ранее? Когда я делаю расклад, да, у меня может быть спонтанная информация распаковываться через какие-то картинки, через визуальный ряд. Но опять же таки, это не картинки, вот как я вижу вас, а вы видите меня, да, либо как показывают в фильмах, да, человек там представляет что-то. Это очень туманно, это очень расплывчато, но если сфокусироваться на той картинке, которую я вижу, и сосредоточить фокус внимания, да, то она рассыпется. Если фокус внимания рассеянный, то четко видна эта картинка, какой-то вот фрагмент того, что мне описывают. Опять же таки, это идет доля секунды. Это не то, что вот прям появилась картинка, там 3 минуты где-то у меня в моей голове будет висеть. Нет. Это может быть такие моменты. Может быть звуковые, так скажем, глюки, не знаю, называйте как хотите, да, как яснослышание. Я могу услышать там водопад, могу услышать какие-то звуки, могу, но очень редко голоса, как правило, это природа, либо что-то связанное с
предметами какими-то, да, то есть голоса я не слышу, по крайней мере, вот не в раскладах и вообще в жизни своей я не слышу голоса в своей голове, ну, за исключением, если я веду какой-то диалог внутри себя, осознанно, тогда ну, могут проигрываться, да, какие-то голоса, но опять же таки это не то, чтобы это внешние какие-то голоса, а это мой ум облачает мои мысли формы, окрашивает их каким-то голосом. Как правило, это голос, поскольку я очень много слушаю аудиокниг, иногда этот голос принимает форму того или иного чтеца, который я недавно слушала. И поэтому получается так, что я мыслю очень громко, то есть голосом, но голосом того или иного чтеца, который вот в данном моменте я прослушиваю аудиокнигу. Что еще? Поскольку я эмпат, очень много ощущений. То, что идет какой-то расклад, я выкладываю карты, в меньшей степени идут звуки, в большей степени идут какие-то картинки фрагментами и очень много ощущений. Опять же таки, я кинестет. У меня, если мы говорим то, как я воспринимаю информацию, любую информацию, то первично визуально и вторично кинестетично. Либо вот меняются это. Вот две мои такие сильных органа восприятия. Да? То есть я ощущаю, я очень много ощущаю. Поэтому и в раскладах вы можете слышать, если вы внимательны, вы слышите. Я могу сказать, я вижу, либо я ощущаю. Такое ощущение, такие чувства. Я на это делаю акцент, потому что я это чувствую внутри себя. Что еще? Развито, опять же таки, очень хорошо у меня обоняние. Я чувствую, опять-таки говорю чувствую, видите, я ощущаю запахи. В раскладе такое тоже может быть. Вот. Это вот касательно меня. Но, опять же, подытожу всю историю, скажу, является ли таролог экстрасенсом? Нет, потому что Таро – это отдельная система, но, уточню, есть тарологи прокачанные, у которых развита экстрасенсорика. Но она развита не потому, что они тарологи, а потому что отдельно, да. И поэтому здесь вот сделаю такую, ну, отсылочку небольшую. Очень часто, когда клиенты приходят к коллегам, коллеги начинают запрашивать, ну, имя. Это понятно, потому что надо взаимодействовать с человеком. Фамилия я вообще не понимаю, зачем нужна. Вот. Начинают запрашивать дату рождения. Таро для Таро. Вот когда мы смотрим расклад, для Таро нужны только вопросы. Таро дает ответ. Все, больше ничего не нужно. Если таролог запрашивает дополнительную информацию, это нужно тарологу. Это нужно не Таро, это нужно тарологу, потому что таролог хочет дать дополнительную информацию клиенту. Поэтому запрашивают дату рождения для чего? Первое, возможно, он занимается астрологией, может создать натальную карту, исходя из нее может дать дополнительную информацию к тому запросу, к которому пришло, но это уже астрология, это не имеет отношения к Таро. Второй момент, возможно, таролог занимается таро-нумерологией, но само слово Таро и нумерология, да, то есть к Таро, ну как, в прямом смысле, в контексте расклада не имеет отношения, то есть по дате рождения прописывается матрица судьбы человека, и опять же таки можно дать дополнительную информацию. Но к Таро непосредственно не имеет никакого отношения. То есть для расклада эта информация не нужна, это сверхинформация. Она нужна тарологу, чтобы дать больше информацию клиенту. Опять же таки, да, по каким причинам, ну, здесь могут быть, я не знаю, субъективные. Обычно знаете, проскальзывает вот эта вот нотка того спасательства, да, я хочу дать больше, я хочу быть полезной, ну, там какие-то свои, скажем так, потребности, которые сам таролог покрывает через ту информацию, которую дает. Но еще раз уточню, для расклада Таро ничего не нужно, кроме карт Таро. Имя нужно
просто для того, чтобы, ну, понимать, с кем ты разговариваешь, обращается. Но, в принципе, если, допустим, брать меня, то когда человек ко мне обращается, так или иначе, он пишет: здравствуйте, меня там зовут Ирина, Людмила, Светлана и так далее. А если человек и не пишет иногда в Телеграме, да, ну, подразумевает, что я где-то там увижу сама, он не пишет, я могу написать: здравствуйте, к сожалению, не могу обратиться к вам по имени, потому что вы не представились, вот, и дальше начинаю разговаривать с человеком. Как правило, человек понимает намек и говорит: ой, простите, я не представилась, меня зовут так-то. Вот. Изначально я не запрашиваю имя, мне не нужно, но в диалоге оно так или иначе перед раскладом оно появляется. Поэтому имя нужно для общения, а дата, я сказала, нужно либо для матрицы судьбы, либо, не знаю, для натальной карты, да, для астрологии. Если человек там занимается дизайном человека, опять-таки, может быть, использовать эти данные, но они, это экстра информация, не имеющая отношения к Таро. Вот напрямую. Это имеет отношение к тарологу, который хочет дать больше. Опять же таки, хорошо это плохо, я не оцениваю, мне это не интересно, я поясняю факты. А дальше, если, например, таролог спрашивает фотографию. Для Таро, еще раз скажу, фотография не нужна для Таро. Фотография нужна тарологу, который, возможно, хочет сонастроиться, у которого, может быть, есть действительно экстрасенсорные способности. Он хочет сонастроиться с клиентом и считать больше информации для того, чтобы ему дать. Но не по Таро, а по фотографии. Также фотография может быть нужна, если человек умеет выходить в астрал и может считывать там информацию. Да? Для этого нужен контакт, нужно создать контакт с клиентом, и фотография для этого нужна. Поэтому еще раз, в очередной раз, я 150 раз буду повторять. Почему? Потому что для меня, как для таролога, это важно, разделение. Для кого-то это не принципиально. Для меня, поскольку я очень люблю Таро, это принципиально, потому что я его изучаю, я исследую всю эту символику, и я понимаю, что вот то, что дает таролог, он, по сути, знаете, как бывает иногда, когда ты, возможно, опять же таки, мое субъективное мнение, вы можете не соглашаться, когда тарологу недостаточно информации от Таро, то есть у него не настолько глубокие знания в Таро, а когда таролог не то чтобы не владеет этой системой, иначе бы он не был тарологом, компенсирует недостаток информации от карт через свои какие-то дополнительные способности в контексте экстрасенсорики. Если на самом деле, если человек изучает Таро, изучает символы, изучает мифологию, изучает нумерологию, не таро-нумерологию, а именно нумерологию, да, понимание цифр, что они означают, то есть изучает систему Пифагора. Если человек, даже если он занимается астрологией, это тоже вложено в систему Таро, то есть здесь не нужно делать натальную карту, и так видно, если человек действительно понимает, какой аркан, что означает, какие планеты соотносятся, какие декады, опять-таки, к какой декаде, младшие арканы относятся и так далее. То есть можно собрать намного обширную информацию, но не создавая, допустим, там натальных карт, карты по матрице судьбы, по дизайну человека. Я не против этого. Я про то, что само Таро по себе, оно очень глубокое. И, возможно, недостаток знаний не потому, что у человека нет. Знаете, вот когда начинают обучать Таро, как правило, да, обучают, вот в тех школах, которые, допустим, мне как-то известны, я за всех говорить, конечно же, не могу, есть более глубокие такие системы. Есть люди, которые вообще понятия не имеют, что такое древо жизни, да, не знают, какое оно может иметь отношение к Таро, и правильно делают. Почему? Потому что Таро и древо жизни – это две независимые системы, но они взаимодополняющие, точно так же, как, например, Таро и астрология. Дополнительная какая-то информация, дополнительные знания дают дополнительную возможность читать арканы. Мало кто изучает мифологию,
А второе, заложена мифология греческая, египетская, да, тот же самый тот в своей книге четко дает отсылку, что именно вот эти пантеоны, да, египетский и греческий пантеон богов заложены, по крайней мере, в его колоде Таро. Информация. Это дает еще большего понимания. То есть, как правило, вот к чему я хочу привести, что само по себе Таро, оно настолько глубокое, оно настолько информативное, что если вдруг вы являетесь тарологом, да, и кто-то может переживать, ну почему у меня там нету экстрасенсорных каких-то способностей, ну не чувствую я эти карты, либо там я не вижу, не слышу, это окей, это нормально, не надо переживать. То есть в самом Таро очень много информации. Второй вопрос, умеем ли мы эту информацию вытаскивать наружу, и умеем ли мы ее интерпретировать правильно, верно. Потому что это как, например, в любой книге, берешь философскую книгу и читаешь поверхностно, и такая бельберда, ничего не понятно. А те, которые действительно понимают, разбираются в этом, увидят в этом какую-то глубину, увидят дополнительные какие-то знания, могут вам пересказать, и у вас откроются глаза на этот мир, скажете, блин, где это было написано, почему, я что же читал, я этого не вижу. Вот точно так же и второе. Все зависит от непосредственно таролога. Вот. Дальше я запишу отдельный ролик как раз-таки вот на 3 важные вещи, да, для таролога. И там я про это более подробно расскажу. Но на сегодняшний день, мне кажется, я эту информацию раскрыла со своей точки зрения. У вас могут быть свои какие-то взгляды, вы можете соглашаться, не соглашаться. Это окей, это нормально. Вот. Просто для меня это такая была болезненная тема. Является ли таролог экстрасенсом? Почему? Потому что вот я как-то, знаете, как очень ревностно отношусь к Таро и за чистоту профессии, да. И вот поэтому, когда я слышу, что говорят, есть тарологи, шарлатаны, да, я с этим могу согласиться, что да, есть, конечно, но хотелось бы, чтобы не было, да, хотелось бы все-таки, чтобы вот к тарологам, непосредственно к самой системе Таро относились с большей любовью, потому что для меня это инструмент не предсказаний, хотя можно делать предсказания, вы знаете об этом. Для меня это живая книга самопознания. Это книга, в которой описана вся информация касательно, связанная с нашей жизнью, да, с построением нашей жизни, с развитием души на Земле. То есть для меня это уровень самопознания. Опять же таки, чтобы это увидеть, понять, наверное, надо копать и разбираться в этом направлении, в эту сторону. Для меня именно это направление изначально было интересно в Таро, когда я только начинала изучать. Именно это направление было для меня интересно, когда я начинала только заниматься коучингом и работала как раз-таки в направлении убеждения и ценности. Да? То есть мне было интересен этот вектор. И этот вектор я продолжила и Таро, да, когда изучала. Вот. Но на самом деле, Таро такое, я не могу сказать, что оно бездонное, мне кажется, все равно есть какие-то рамки, вот, до чего можно дойти. Но это вот зависит непосредственно от самого таролога. На этом все. Пишите свои комментарии, буду рада их прочитать. И не знаю, откуда пришла вот эта вот идея записывать такие ролики о Таро. В любом случае, откуда бы ни пришла, я благодарна. Я не думаю, что мне кто-то из людей это подсказал, но в любом случае я вот благодарна, что есть такая возможность и могу про это говорить. Вот, и если вам нравится, пишите тоже в комментариях, что да, нам нравится в это направление. Если есть какие-то свои вопросы, да, то пишите, будем их рассматривать. На этом все. Всем пока-пока.